Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим ржаные галеты с овощами. Это очень простой открытый пирог, который быстро готовится, но правда также быстро и съедается. У меня сегодня две разных начинки. Вообще галету вы можете сделать с абсолютно любыми овощами, которые есть у вас на данный момент. То же самое относится и к соусам. Можно намазать галету соусом для пиццы, для рататуя, соусом песто, а можно просто смешать оливковое или любое растительное масло со специями и чесноком. И это тоже будет очень вкусно. А если не добавлять в начинку сыр, как в моем случае, то получится вполне веганское блюдо, а также оно подходит для постного меню. Сегодня я просто покажу вам свои два варианта приготовления галеты. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Для теста мне понадобится 150 граммов ржаной муки, 150 граммов пшеничной муки, 5 грамм разрыхлителя, 150 граммов горячей воды, 150 граммов растительного масла и соль. Растворяю примерно 3 чайные ложки соли в кипятке. Соединяю 2 вида муки с разрыхлителем. Вливаю горячую воду и добавляю растительное масло. Перемешиваю тесто сначала деревянной ложкой, так как оно горячее, а затем уже руками. Долго не вымешиваем. Как только все объединилось, готово. Тесто оставляю в той же миске, в которой и замешивала, накрыв его пленкой примерно на полчаса. А пока тесто отдыхает, я приготовлю начинку. Первая у меня будет очень похожа на рататуй. Для нее я взяла цукини, баклажан, помидор, чеснок, базилик, петрушку, соус для рататуя, оливковое масло, соль, перец и специи. Нарезаю тонко все овощи, чем тоньше, тем лучше. Галета печется быстро, тесто на нее раскатывается тонко, поэтому начинка должна успеть приготовиться. Измельчаю зелень. Овощи я нарезала. От теста отщипываю половину, так как у меня будет 2 галеты. Одну часть кладу назад в миску, а вторую раскатываю прямо на пергаменте, на котором буду выпекать. Так получается очень удобно. Посыпаю пергамент ржаной мукой, выкладываю тесто и раскатываю его до толщины примерно 3 мм. Не нужно стараться и раскатывать идеально ровный круг или обрезать края. Чем проще, тем лучше. Смазываю галету соусом, не доходя до краев пару сантиметров. Соус у меня остался от приготовления рататуя. Рецепт соуса я оставлю в конце видео, а рецепт приготовления рататуя вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Как я уже говорила в начале, можно использовать любые соусы. Далее выкладываю овощи внахлёст, чередуя их. Сильно толстый слой не делайте. Посыпаю овощи солью и перцем. А теперь для вкуса добавляю к оливковому маслу чеснок, орегано или любые специи, которые вам нравятся, соль. Перемешиваю и кисточкой смазываю начинку галеты. Заворачиваю края. Смазываю яйцом тесто
переношу пергамент с галетой на противень и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-25 минут, но время корректируйте с учетом своей духовки. Пока она печется, подготовлю все для второй галеты. Для нее я взяла цукини, помидоры, чеснок, фету или брынзу, базилик, петрушка, орегано, оливковое масло, соль и перец. Нарезаю цукини тонкими кружочками, помидоры черри разделяю пополам. Фету тоже нарезаю пластинками, вместо феты можно взять брынзу или моцареллу. Вместо соуса я буду использовать смесь оливкового масла с чесноком и специями, которым смазывала первую галету. Точно так же раскатываю тесто на пергаменте. Обильно смазываю его оливковым маслом. Выкладываю овощи и сыр в произвольном порядке. Заворачиваю края и опять смазываю начинку оливковым маслом. А затем и саму галету яйцом. Как раз первый пирог у меня уже готов, достаю его из духовки, а второй отправляю выпекаться. Те же 200 градусов 20-25 минут. Готово! Вот такой простой и легкий ужин у меня сегодня. А главное, очень вкусный. Попробовав один раз, вы будете готовить это часто. Ну а теперь обещанный рецепт соуса. Только учтите, что эта порция очень большая, вам хватит и для рататуя, и для галеты. Для соуса 3 помидора, 2 сладких перца, 1 луковица, 1 морковь, 4 зубчика чеснока, орегано, тимьян, соль, перец, зеленый базилик и оливковое масло. Чтобы соус был ароматным, я запеку сладкие перцы в духовке на гриле, минут по 10-15 с каждой стороны. Если нет гриля, просто запеките в духовке или микроволновке. Можно также поджарить на сухой сковороде. Можно, конечно, упростить процесс приготовления соуса и предварительно перец не запекать, а порезать его на кусочки и тушить вместе со всеми овощами, но запеченный перец дает неповторимый аромат. Это первый секрет вкусного соуса. Надрезаю помидоры крест-накрест и заливаю их кипятком. Дам постоять минут 10 и после этого сниму с них кожицу. Перцы у меня готовы. Сразу кладу их в пакет и закручиваю его. Они подпарятся и их легко можно будет очистить. Нарезаю лук и морковь не очень крупно. Пассерую их на оливковом масле. Тем временем очищаю помидоры и нарезаю их кубиками.
Отправляю в сковороду и тушу все это минут 5. Ножом раздавливаю чеснок, добавляю к овощам. Теперь соль, перец, тимьян и орегано. Для более острого вкуса по желанию добавьте перец чили. Очищаю перец, нарезаю его на небольшие кусочки. В миску перекладываю соус, добавляю перец и листья зеленого базилика. Пробиваю все погружным блендером. Соус готов. Мои любимые рецепты несладкой выпечки смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.